Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад сегодняшний на неделю с 19 по 25 января. Давайте мы сегодня посмотрим, что же вас ожидает, что интересного произойдет у вас, на что вам нужно будет обратить свое внимание. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, но надеюсь, что большинству из вас он подойдет, окажется полезным, будет резонировать с той ситуацией, которая происходит непосредственно у вас. Поэтому пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, насколько вам это видео подходит. Раки, напоминаю также тем, кто еще не подписан, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить сообщение любое, я постараюсь на это сообщение ответить. Итак, раки, неделя с 19 по 25 января, расклад по дням, то есть на каждый день недели достанем одну карту из основной, затем вторую из дополнительной колоды, посмотрим на общую картину того, что у вас будет происходить. Раки. Итак, давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта у вас карта правосудия, карта весов. У кого-то, возможно, какое-то важное общение с человеком знака весы. Для кого-то важны здесь будут ситуации, где вам нужно будет выяснить какой-то спорный момент, конфликтный момент, выяснить отношения с кем-то, а для кого-то решить юридические вопросы, то есть решить какие-то спорные моменты с документами, с подписанием бумаг по правосудию, где вы считаете, что должна быть достигнута справедливость. Возможно, вы здесь ответственно выполняете какие-то свои задачи, связанные с документами, с бумагами, либо вы требуете от кого-то ответственного подхода, соответственно, к делопроизводству, да, то есть к каким-то бумажным таким вопросам. Итак, давайте посмотрим на карту правосудия, что же здесь у вас будет в качестве дополнения, раки. Тут же карта семерка пентаклей. Возможно, вам кажется, что что-то, ну, знаете, как будто либо медленно движется, касающийся документов, касающийся каких-то бумаг. Возможно, здесь по семерке пентаклей вы также стараетесь быть очень терпеливыми и спокойными, даже при том, что вас втягивают в какую-то такую, вот, знаете, ситуацию со спором, с разногласием, с каким-то конфликтом, но вы стараетесь сохранять спокойствие, хотя вас может расстраивать, удручать то, что это происходит снова. Возможно, вам надоели какие-то конфликты или какие-то разборки, вам хочется уже баланса и равновесия, хочется спокойствия. И вот здесь может вас немножечко это утомлять. Карта семерка пентаклей. Дальше карта звезда идет, карта водолея, может быть общение с человеком знака водолея. Для кого-то из раков здесь будет желание добиться поставленных целей, может быть даже что-то осуществляется, поставленное вами как план, цель. И также здесь по карте звезда вы здесь вдохновлены, возможно, какой-то идеей. Вам хочется стремиться добиваться своих целей. Вы делаете для этого определенные шаги. То есть как-то духовно растете или что-то вот такое делаете, что может приблизить вас к вашим мечтам. Карта звезда. Давайте посмотрим дополнение, что здесь еще будет у раков на вторник. Карта 15, да, это карта дьявола. Карта Козерога. Может быть, у кого-то из раков общение с таким человеком, да, Козерог, здесь Водолей есть, но также здесь дьявол — это стремление, желание, это какая-то сильная зависимость, привязанность к чему-то. И здесь у вас есть по карте звезда желание получить то, чего вы сильно жаждете, хотите, к чему вы сильно привязаны, или человека, к которому вы сильно привязаны. Возможно, здесь речь идет о каком-то искушении или тщеславии, которое вам хочется здесь
для себя, да, добиться, возможно, осуществить какие-то свои мечтания, которые потешат вас, ваше тщеславие. Поэтому карта дьявола. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта — карта императрица, карта знака Телец. Опять-таки, может быть, общение с человеком знака Телец. Для кого-то важны вопросы семьи, дома, детей, если они у вас есть. Может быть, вашей мамы или вашей жены, потому что есть императрица. Если вы мама, возможно, вашего дома и семейного очага. То есть для вас важны вот эти именно взаимоотношения, отношения с родными, с близкими. А также важными могут быть вопросы развития и роста. То есть все, во что вы вкладываетесь, как будто садите зерно, да, ожидаете каких-то плодов, результатов. То есть если это работа, то, что вы здесь делаете, вы как будто бы считаете, что это должно дать хороший результат. И рассчитывайте на это. Давайте посмотрим дополнение для раков, что здесь еще есть на среду. Здесь карта семерка мечей. Возможно, здесь вы боитесь какого-то обмана или предательства, там, не знаю, какой-то нечестности со стороны вашей жены, там, вашей, опять-таки, мамы, не знаю, или ваших детей. Вы чувствуете, что они что-то не договаривают или не совсем правду вам говорят, где-то хитрят. Возможно, здесь вы думаете о каком-то переезде, связанном с таким человеком, или этот человек думает о переезде. Но в целом семерка мечей, она больше все-таки не про переезд, а про то, что ваше представление о этом человеке может быть отличимым от того, что есть на самом деле. Или, допустим, вы не совсем всю правду знаете там, о ком-то из своих близких. Поэтому, собственно, и семерка мечей. То есть вы видите и представляете все не так, как оно есть. Может быть, вы сами себя так обманываете и таким образом, таким самообманом занимаетесь. Дальше идет шестерка кубков, и тоже карта семьи, отношений в семье, да, семейный очаг. И также это по шестерке кубков может быть и отношения с человеком, которое вам дает ощущение этой теплоты душевной и семьи. По этой карте это может быть и что-то связанное с людьми из вашего прошлого, то есть кто-то, кто для вас важен, кто вызывает у вас приятную ностальгию. Это какие-то воспоминания из прошлого, как раньше было хорошо, как же раньше было там, не знаю, хорошо, когда мы там жили в другом городе, или когда мы были детьми, или когда мы учились в университете. То есть что-то вот такое по шестерке кубков. Отсылка к прошлому, ностальгия о прошлом. Вы можете вспоминать здесь какие-то ситуации, которые были в прошлом, думать о них. Возможно, здесь будут какие-то моменты, связанные с юбилеями, с праздниками, то есть с какими-то семейными торжествами, на которые вас приглашают, и у вас есть шанс встретиться с родственниками, которых вы давно не видели, но которые вызывают у вас тоже много вот таких воспоминаний о детстве, о каких-то ранних ваших годах. Давайте посмотрим по шестерке кубков, что же здесь еще может быть у раков, почему шестерка кубков на четверг попадает, и тут же десятка кубков, тоже семья. Семья, кстати, вот у вас десятка кубков здесь в воскресенье тоже. То есть мысли о семье, мысли о вашем детстве, о ваших родителях, может быть, мысли о каких-то ваших друзьях детства тоже. То есть что-то, что имеет отношение к вашему прошлому. И по десятке кубков. Кубки — это счастье в первую очередь. Дает вам ощущение счастья и дает ощущение какого-то душевного такого спокойствия, благополучия. То есть какие-то хорошие для вас здесь достаточно вещи. Опять-таки повод встретиться со всей семьей. Десятка кубков — это праздник, возможно. Так, дальше у нас идет карта туза пентаклей, ощущение, что вы как ценный пентакль, ценную монетку держите в руках. Здесь она золотые ключи держит от, наверное, этого богатого дома, да, который за ее спиной. То есть ощущение превосходства, ощущение такой независимости, финансовой независимости, процветания и удачливости вашей здесь. Ощущение, что вы многого достигли, и вы гордитесь этими результатами. Кто-то может получать здесь деньги, получать какие-то крупные доходы. Карта туза пентаклей. У кого-то могут быть вложения денег, но опять-таки они такие осознанные, крупные, важные для вас, то есть не что-то легкомысленное здесь вы делаете. Давайте посмотрим, что же здесь еще будет у раков на пятницу. Почему туз пентаклей выпал? Карта тройка пентаклей. Решительные шаги, которые вы делаете, касаются, допустим, возможно, ваших денег, да, эти решающие шаги. Вы можете здесь помочь кому-то материально или получить помощь материальную. Вы также здесь уверены в том, что вы все делаете правильно касаемо работы или касаемо взаимодействия с другими людьми, что вот вы, сообща с ними вместе, делаете все правильно, верно. Это приводит опять-таки к стабильности вашей в жизни и к какому-то благополучию материальному.
Возможно, вы здесь работаете, выполняете какую-то работу, знаете, как делать какой-то заказ, который потом принесет вам крупные деньги, или вам здесь уже дают хороший аванс за какой-то заказ, допустим, да, или за какое-то ваше дело, если кто-то руками что-то делает, не знаю, там, ну, какую-то работу, да, как, не знаю, там, может быть, как, не знаю, к слесарю, да, вот в другой колоде, в этой, кстати, колоде Таро 78 дверей, он там дверь делает, да, то есть что-то делает руками, выполняет какой-то заказ, ему за это заплатят деньги, то есть может быть такое. Дальше давайте посмотрим, 5 жезлов, карта преодоления препятствия. Он здесь пытается разбить эту стену кирпичную молотом, то есть преодолеть трудность, преодолеть преграду, то, что мешает продвигаться дальше. То есть вы готовы в субботу справляться с какими-то испытаниями, с какими-то спорными вопросами или сложными задачами для вас, для того, чтобы идти дальше. Возможно, это какая-то конкуренция или конфликт с окружающими, но вы здесь стараетесь преодолеть, собственно, да, эту преграду в субботу. И карта туза мечей, ведете себя достаточно решительно, то есть вы решаете какую-то проблему, вы себя освобождаете от каких-то преград, да, и вы решительно себя ведете, вы не пасуете перед трудностями. Дальше идет 10 кубков, снова-таки семья, счастливое семейство и общение с семьей, и вот все, что делает вас счастливыми, даже если речь идет не про семью, то это что-то, что делает вас счастливыми, дает вам счастье, ощущение такого вот да, ощущение довольства своей жизнью. Карта 10 кубков. Ну давайте посмотрим. Чаще все-таки, да, это семья, это вопросы семьи. Здесь 4 мечей. Но это спокойствие, успокоение, это какой-то период, я бы сказала, даже как застой. Но здесь, если говорить про такое сочетание, то здесь ощущение спокойствия, что по 4 мечей, собственно, вы можете, не знаю, отдохнуть, вы можете в этот день никуда не торопиться, вы можете побыть дома, вы можете насладиться там семьей, своим окружением домашних, да, то есть вот как-то они вас здесь и веселят, и радуют, и по 4 мечей вам будет о чем еще подумать касаемо вашей семьи, то есть у вас здесь будет шанс остановиться, заземлиться, подумать вот он здесь даже, да, заземлился, лег на землю, подумать о каких-то важных вопросах ваших семейных или вопросах ваших взаимоотношений, может быть, с человеком, с которым вы встречаетесь, то есть вы здесь думаете, анализируете, вы здесь пытаетесь разобраться в своих чувствах, пытаетесь спланировать дальше, что вы будете делать, да, то есть вы здесь в своих размышлениях находитесь, в таком самосозерцании, самоанализе, и при этом вот делаете такую паузу, чтобы разобраться в происходящем в вашей семье или в ваших отношениях. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на неделю мы завершаем. Раки, пишите ваши комментарии, ваши отзывы. Буду очень-очень признательна вам за такую обратную связь. До скорого!